Добрый день! Я уверен, что каждый из вас был в такой ситуации, когда были разговоры или дискуссии с друзьями или знакомыми в определенной теме, в которой вы, может быть, не очень были подкованы, и вы старались не сильно вмешиваться, так как вы не эксперт в этой определенной теме. Или, может быть, сделали ошибку, пробовали вмешаться в этот разговор и сказали свое мнение, а в конце концов оказалось, что это мнение было неправильным. Если вы хотите быть подкованы не во всех сферах, но в сферах финансов, то мероприятие, которое я провожу, будет для вас, поэтому я вам советую посмотреть это видео до конца. Какие темы я буду обсуждать на моем мероприятии? Одно из них – почему богатые становятся богаче, а бедные беднее в любой ситуации. Хоть недвижимость идет вверх или вниз, проценты идут вверх или вниз, сток-маркет идет вверх или вниз, мировые проблемы или наоборот, экономика в прекрасном состоянии. В любых ситуациях, почему богатые становятся богаче, а бедные беднее. Второй пункт. Я буду немножко предсказывать ситуацию, что произойдет с экономикой, с недвижимостью, с процентами в этом 2024 году и в ближайшие 2 года. Я буду обговаривать ситуацию в семье, именно финансовая ситуация в семье. Я не знаю, знаете вы об этом или нет, но дело в том, первая причина разводов не то, что супруги один другому был неверен, а самая первая причина, по которой люди разводятся, это финансовые проблемы. И вот я на эту тему тоже буду говорить, как правильно себя вести с финансовой стороны в семье. Третье – это просто как правильно себя вести вообще с финансовой стороны. Как правильно вести себя со стороны кредитных карт. Очень много пунктов, которые я буду обговаривать, вы каждый день делаете, и для меня важно, чтобы вы их сделали правильно. Я также задену некоторые ипотечные опции, о которых банки не говорят, но они очень выгодные, и вам не мешало бы об этом знать. Также я задену тему, которая может быть не очень приятная, но что произойдет в случае смерти? Какие деньги, что платит государство, платят ли они вообще что-нибудь, что нас ожидает в пенсионном возрасте? Эту и очень многие другие темы я буду обговаривать на своем семинаре, который произойдет в Виннипеге 27 января в 10:30. А теперь очень важная информация для тех, кто зарегистрировался или не зарегистрировался на моем мероприятии. Первый пункт для меня очень важен, чтобы вы пришли вовремя. Я рассчитывал примерно на 100 человек. На всякий случай я забронировал в отеле зал на 150 человек. В течение 4 дней зарегистрировалось 250 человек. Мы остановили регистрацию, но я оставил регистрацию для людей, которые хотели себя поставить в список ожидания. У нас в списке ожидания около 60 человек. Поэтому, если вы хотите находиться на хорошем месте, потому что зал большой, но есть хорошие места и может быть не очень хорошие, я вам очень советую, чтобы вы пришли на мое мероприятие, может быть, за 15 минут раньше. В 10:15 было бы идеальное время. Второй пункт. На семинаре, для того, чтобы вы не уснули, там будет и кофе, и кукис, но я вам гарантирую, что вы не уснете, потому что темы очень интересные и очень важные для каждого. Но, кроме этого, я также буду проводить несколько конкурсов, где люди могут выиграть призы прямо на месте или в будущем. Но все эти условия этих конкурсов я буду обговаривать в самом начале. Поэтому, если в 10:30 вас не будет в зале, к сожалению, вы будете не в курсе. Но один конкурс я хотел бы уже задеть сейчас. У нас в зале будет стоять как рекламная стена моей организации VS Solution. Я вам советую сфотографироваться на фоне этой стены. Или вы сами, или с мужем, или с женой. А потом вы будете уже знать, почему и для чего эта фотография будет важна. Потому что в будущем мы будем еще разыгрывать дополнительные призы. Для этого мне нужна будет фотография на фоне этой стены. Если по какой-то причине, вот у меня сейчас очень большая просьба для тех людей, которые зарегистрировались на семинар. Если по какой-то причине вы не можете прийти на этот ивент, у меня большая просьба, чтобы вы нам сообщили или по имейлу, или по телефону. Я нашу контактную информацию поставлю в описании этого видео, для того, чтобы если место освободилось, мы могли позвонить людям тем, которые находятся в списке ожидания, чтобы они тоже могли участвовать в этом заведении. И последний пункт. Для тех, которые не смогли зарегистрироваться, так как у нас официальная регистрация закрыта. Ну а если по какой-то причине вы будете в эту субботу находиться недалеко от аэропорта, то я вам советую, может быть, где-то в 10:45 заглянуть в зал. Если вы будете видеть, что там есть свободные места, буду очень рад, если вы там останетесь. Потому что никогда не знаешь, может у многих там не получится прийти или еще какая-то причина. Если же вы, конечно, будете видеть, что зал полный, то тогда вы можете дальше заниматься вашими делами, по которым вы находились недалеко от аэропорта. Может быть, вы хотели закупаться или еще что-нибудь. В любом случае,
тут я, конечно, ничего не смогу поменять. Но это один вариант, по которому вы все еще можете участвовать, даже если вы не смогли зарегистрироваться вовремя. На этом все, но прежде чем я вас отпущу, просьба, подпишитесь на мой YouTube канал, нажмите на колокольчик, чтобы в будущем вы не пропускали видео, которые я выпускаю, или какие-нибудь новости. Чтобы не получилось так, что на следующем семинаре, когда бы я его не проводил, где бы я не проводил, чтобы вы вовремя среагировали и вовремя зарегистрировались. Желаю вам всего самого хорошего, хорошего настроения, здоровья, благословения. До следующего раза в виртуальном мире. С вами был Виктор Шефер.